Посмотри на карту мира. Южная часть Европы и север Африки буквально касаются друг друга. Если присмотреться, между ними всего лишь тонкая полоска воды – Гибралтарский пролив. На самом узком участке, между мысом Маруи в Испании и мысом Сирус в Марокко, расстояние составляет всего 14 километров. Это расстояние плевое по сравнению с тем, на что сегодня способна современная инженерия. Что делает этот факт особенно странным, так это то, что по миру уже построено больше 50 мостов, которые значительно длиннее, чем этот пролив. Например, самый длинный мост в мире, Даньян-Куньшань в Китае, растянулся на 164 километра. Это более чем в 11 раз длиннее, чем расстояние между Европой и Африкой через Гибралтар. Кроме того, существует как минимум 10 мостов, которые полностью проходят над водой и превышают те же 14 километров. Получается, технология есть, опыт есть, деньги в мире как будто бы тоже водятся. Так почему же никто до сих пор не построил мост между Европой и Африкой? Где он? Почему два континента, находящиеся на расстоянии утренней пробежки, до сих пор не соединены? Это и есть вопрос на миллиард. И, как всегда, ответ окажется гораздо сложнее, чем просто «это никому не нужно». Прежде чем разбираться, почему между Европой и Африкой до сих пор не построили мост, логично спросить, а зачем он вообще нужен? Что такого особенного в этом соединении, что его обсуждают десятилетиями? Во-первых, его значение трудно переоценить. Это не просто мост через пролив. Это прямой сухопутный переход между двумя континентами. По сути, новый международный коридор. Если бы он существовал, то около 1,5 миллиарда африканцев получили бы прямой доступ в Европу, а примерно 740 миллионов европейцев такой же прямой доступ в Африку. Это потенциально миллионы людей, пересекающих мост каждый день. Только представь, какое это влияние на перемещение, торговлю, туризм. Особенно это чувствуется на примере Марокко. В 2022 году страна стала вторым по посещаемости туристическим направлением в Африке, собрав около 9 миллиардов долларов в виде доходов от туризма. По оценкам 2023 года, около 70% иностранных туристов в Марокко – это европейцы. И если бы существовало прямое сухопутное сообщение, можно смело ожидать, что поток туристов резко вырос бы. Это значит больше денег, больше рабочих мест, больше развития. С другой стороны пролива находится Испания, уже одна из ведущих туристических стран мира. По данным Всемирной туристической организации, в 2018 году она была на втором месте в мире по количеству туристов – более 82 миллионов человек. Но вот парадокс. Соседи через дорогу Марокко составили всего около 1% от этого потока. И тут возникает закономерный вопрос. Может, дело не в отсутствии интереса, а в отсутствии удобного доступа. Мост мог бы это исправить, значительно повысив количество марокканцев и других африканцев, приезжающих в Европу. Но туризм – это только одна сторона. Гораздо более серьезным аргументом является торговля. Сегодня Африка – 4-й по значимости торговый партнер Европейского Союза. Только в 2019 году торговый оборот между континентами составил около 270 миллиардов евро. В основном все это перемещается либо морем, либо воздушным транспортом. Оба способа дороги и оба медленнее или дороже, чем сухопутный путь. Если бы грузы можно было перебрасывать по высокоскоростной железной дороге через мост, это бы упростило логистику и удешевило доставку. Меньше зависимости от морских маршрутов, меньше затрат на авиафрахт – все это делает мост не просто красивой идеей, а настоящим экономическим инструментом. В теории все выглядит как сплошные плюсы – развитие туризма, ускорение торговли, улучшение связей. Но, как показывает практика, теория и реальность – не самые близкие друзья. Теперь, когда стало понятно, насколько важным и полезным мог бы быть мост между Европой и Африкой, логично задать следующий вопрос: что же тогда мешает его построить? Ответ – все. Абсолютно все, что только можно себе представить. Для начала сам Гибралтарский пролив. Это не просто кусок воды между двумя континентами. Это один из самых загруженных морских путей на планете. Через него проходит все морское сообщение между Атлантическим океаном и Средиземным морем.
То есть, если ты хочешь, чтобы корабли из Суэца попали в Лондон, Гамбург или Нью-Йорк, они проходят через Гибралтар. В год здесь проходит около 100 тысяч судов. Для сравнения, через Панамский канал проходит примерно 14 тысяч. То есть Гибралтар – это не просто оживленный маршрут. Это транспортная артерия мирового масштаба, и любая попытка перекрыть или ограничить ее – это как вырубить одну из центральных вен мировой экономики. Теперь представим, что мост начинают строить. Допустим, длина моста те же 14 километров. По аналогии с другими крупными морскими мостами на строительство уйдут годы. Пример. Мост между Рио-де-Жанейро и Нитероем длиной примерно 13 километров строили 5 лет. А теперь представим, что все это время по Гибралтару плывут грузовики, баржи, платформы и строительные краны, перекрывая путь судам. 100 тысяч кораблей в год – это примерно один каждые 5 минут. То есть даже небольшая задержка оборачивается логистическим кошмаром. Но, допустим, мост построили. Теперь он должен быть достаточно высоким, чтобы под ним проходили гигантские грузовые суда. Пример. Судно Жак Саадей, одно из крупнейших контейнерных судов в мире, имеет общую высоту около 78 метров над уровнем воды. Чтобы пройти под мостом, ему нужно как минимум 80 метров просвета. Это уже выше, чем, например, знаменитый Золотой мост в Сан-Франциско. И это только надводная часть. А ведь у таких мостов есть и подводные опоры. И вот здесь начинается совсем другая история, потому что Гибралтар – это не только оживленный, но еще и удивительно глубокий пролив. На первый взгляд может показаться, что глубина – это просто технический параметр. Взяли, просверлили, построили, но Гибралтарский пролив не из тех мест, где можно просто взять и просверлить. В районе самой узкой части его средняя глубина – около 370 метров. А на некоторых участках глубина доходит до 900 метров. Для сравнения, под мостом Золотые ворота в Сан-Франциско глубина составляет чуть больше 90 метров. То есть Гибралтар минимум в 4 раза глубже. Теперь посмотрим на существующие мосты. Самый глубокий из них – мост Падма в Бангладеше. Его опоры уходят на глубину 127 метров. Чтобы построить мост через Гибралтар, нужно было бы углубиться в морское дно как минимум на 700-900 метров, в 6-7 раз глубже, чем любой из существующих проектов. И это только чтобы достать до твердого основания. И если ты подумал, что это уже звучит как приговор, то подожди, потому что глубина далеко не единственная проблема. Ниже морского дна здесь скрывается то, чего инженеры боятся даже больше, чем воды – тектонический разлом. Гибралтарский пролив находится прямо над границей между африканской и евразийской плитами, а также иберийской микроплитой. Эти плиты медленно, но верно трутся друг от друга, накапливая напряжение. В какой-то момент щелчок, и происходит землетрясение. Пример из истории – Лиссабонское землетрясение 1755 года. Магнитуда около 9 баллов. Эпицентр находился к западу от Гибралтара. В одном только Лиссабоне было разрушено 12 тысяч зданий. А затем пришло цунами, 6-метровые волны обрушились на Португалию, Испанию и Марокко. В сумме погибло около 70 тысяч человек. И это не единичный случай. В 2004 году север Марокко тряхнуло на 6,3 балла. Погибло более 600 человек, обрушилось свыше 2500 зданий. Район нестабилен. Строить здесь что-то капитальное – все равно, что ставить стеклянную башню на подвижной плите. Конечно, можно возразить, что и в Японии строят мосты, и ничего. Например, мост Такаши-Кайкё стоит прямо над сейсмоопасным районом. Но там использовали особую конструкцию – гибкие стальные опоры, способные двигаться вместе с землей, и демпферы – тяжелые маятники, которые компенсируют колебания. Теоретически такие технологии можно применить и в Гибралтаре. Но у Гибралтара есть еще одна особенность – нестабильные глинистые каналы на дне. Это мягкие, рыхлые отложения, которые легко смещаются под давлением или при сейсмической активности. То есть даже если ты добрался до дна, никакой гарантии, что оно тебя удержит, нет. И вот ты стоишь, над тобой международный судоходный ад, под тобой тектоническая катастрофа, а между ними вода глубиной почти километр. Отличное место для мегапроекта, правда? Если к этому моменту еще оставались сомнения, что мост через Гибралтар
не самая простая инженерная задача, то теперь пора добавить к списку проблем еще одну – стоимость. Даже если закрыть глаза на глубину, землетрясение и глину, остается главный вопрос – кто все это оплатит? Например, мост Гонконг-Чухай-Макао. Это огромная мостово-тоннельная система длиной 55 километров. На ее строительство ушло около 18 миллиардов долларов, что примерно соответствует 16,5 миллиардам евро. Но главное – это не только длина, но и то, насколько сложным был проект. Подводные туннели, искусственные острова, огромные пролеты. А теперь представим, Гибралтар не просто глубокий, он еще и сейсмоопасный, с нестабильным дном и бешеным судоходством. Логично предположить, что стоимость строительства здесь будет не меньше, а скорее всего еще выше. А теперь задай себе вопрос, кто будет платить? Проект затрагивает сразу несколько стран – Испанию, Марокко и косвенно Великобританию, поскольку часть акватории контролируется британским Гибралтаром. То есть это не просто международный проект, а потенциальная геополитическая мина. А ведь речь не о какой-нибудь новой дороге. Это десятки миллиардов евро, которые нужно вложить в зону, где каждую неделю что-то дрожит, шатается или протестует. Альтернатива? Она есть, и она уже работает. Через пролив ежедневно ходят паромы по маршрутам между Тарифой и Танжером, а также между Танжером и Альхесиросом. Плюс к этому авиация. Около 1000 рейсов в день соединяют Европу и Северную Африку. Проще говоря, хочешь перебраться через пролив, проблем нет. Тебе не нужен ни мост, ни тоннель, ни инженерная магия. Просто садись на паром или в самолет, и через полчаса ты уже на другом континенте. Так что с практической точки зрения мост – это не необходимость, а роскошь. Да, он был бы удобен, да, выглядел бы эффектно, но при текущих условиях он не стоит тех усилий и денег, которые понадобятся на его реализацию. Особенно учитывая, что есть куда более дешевые и проверенные способы добраться из Испании в Марокко и обратно. И даже если вдруг найдется кто-то безумно смелый, готовый вложиться в этот гигантский мост, на пути встанет еще одна проблема – политика. Потому что география географией, а вот международные отношения никто не отменял. А отношения между странами, которых касается этот проект, мягко говоря, не самые теплые. Начнем с Испании и Марокко. С одной стороны соседи, всего 14 километров воды. С другой – десятилетия территориальных споров и взаимных обид. Взять хотя бы Сеуту и Мелилью – два города, находящиеся на севере Африки, но при этом являющиеся автономными территориями Испании. Сеута была захвачена португальцами еще в начале 15 века, а потом в середине 17-го отошла Испании. А Мелилью испанцы завоевали в конце 15 века, и по сей день эти города находятся под испанским контролем. С точки зрения Марокко это оккупация, эти земли должны быть возвращены. После обретения независимости в 1956 году марокканцы начали активно требовать возврата этих территорий. Год спустя начались протесты в другом испанском анклаве – Ифни. Все вылилось в открытый вооруженный конфликт – Ифнийскую войну, которая длилась 8 месяцев. В итоге Испания потеряла контроль над южной частью Ифни, но Сеуту и Мелилью так и не отдала. И до сих пор, в 21 веке, Марокко требует вернуть их, а Испания даже не собирается обсуждать эту тему. Мол, эти города – часть испанского государства, и точка. И как ты себе представляешь совместную работу над миллиардным проектом, когда одна сторона считает другую незаконным оккупантом? Это как если бы два соседа строили дом, но один из них все время твердил, что половина участка вообще-то его. И как будто этого недостаточно, в уравнение вмешивается еще один игрок – Великобритания. Потому что с испанской стороны пролива находится Гибралтар, официально британская заморская территория. Ее захватили еще в 1704 году, во время войны за испанское наследство, а в 1713 Испания официально уступила Гибралтар Британии. С тех пор прошло 300 лет, но испанцы так и не смирились. Гибралтар до сих пор считается спорной территорией. И да, он не находится прямо на линии предполагаемого моста, но он контролирует часть пролива, а значит, без участия Великобритании такой проект тоже не пойдет. И вот у нас уже 3 участников – Испания, Марокко и Британия. И ни один из них не находится в особенно теплых отношениях с другими двумя.
И после этого ты до сих пор хочешь, чтобы они договорились о совместной стройке века, если только в параллельной реальности? Как будто тектоника, глубина, цена и политика еще не сделали этот проект достаточно невозможным, тут в игру вступает кое-что совсем неожиданное, дикая природа. В частности, касатки. Да, те самые черно-белые морские хищники, которых обычно показывают в документалках про природу, стали реальной угрозой для любого, кто осмелится сунуться в воды Гибралтарского пролива. В мае 2023 года группа опытных моряков плыла по проливу, когда внезапно почувствовала мощный удар по корпусу. Оказалось, что стая касаток разбила рулевое устройство их яхты. Судно стало набирать воду и пошло ко дну. Людей спасли, но шок остался. И нет, это не случайность. С 2020 года было зафиксировано около 700 подобных инцидентов в районе Гибралтара. Касатки таранили лодки, ломали оборудование и топили суда. Причины такой агрессии пока точно неизвестны. Одни ученые считают, что всему виной нехватка пищи, касатки якобы воспринимают лодки как конкурентов. Другие предполагают, что эти животные делают это просто ради удовольствия. В любом случае, если стая полуторатонных млекопитающих с интеллектом 5-летнего ребенка решает, что ты ей мешаешь, тебе остается только держаться подальше. Теперь представь, что в этом регионе запускают масштабное строительство. Появляются баржи, строительные платформы, транспортные суда, подводные рабочие. Все это оборудование и персонал становятся потенциальными целями для этих морских громил. Учитывая, что касатка может достигать 9 метров в длину, развивать скорость до 55 км в час и обладает силой укуса в 85 килоньютонов, что почти в 120 раз сильнее человеческого укуса, то риск становится вполне реальным. И самое тревожное, касатки ведут себя не как дикие животные, а как мстительные личности. Они явно реагируют на раздражители, запоминают суда и, судя по всему, передают информацию внутри своей группы. Это не просто инстинкт, это осознанная тактика. Добавим сюда тот факт, что любые подводные работы, сварка, монтаж, кабели требуют участия людей под водой. Коммерческие водолазы, подводные инженеры, все они будут находиться в зоне потенциального нападения. И если касатки способны потопить яхту, то представить, что они могут сделать с человеком, несложно. А теперь, как вишенка на торте, немного древнегреческого безумия. Согласно историку Диодору Сицилийскому, Геркулес якобы сжал берега Гибралтара, чтобы не пустить в Средиземное море чудовищ из Атлантики. Конечно, скорее всего, это миф, но на случай, если он вдруг не врал, может и правда не стоит будить лихо. Особенно если оно размером с подводную лодку. Несмотря на все вышеперечисленное, разговоры о мосте или хотя бы каком-то соединении между Европой и Африкой не утихают. И время от времени появляются идеи, которые звучат как из научной фантастики. Один из таких проектов предложил американский архитектор Юджин Суи в 2004 году. Его концепт – это не просто мост, это гибрид из моста, подводного тоннеля и плавающего острова. По плану, переход между Тарифой в Испании и пунктом Сирус в Марокко начинался бы с километрового наземного участка, который затем постепенно уходил бы под воду, превращаясь в бетонный тоннель длиной примерно 3 километра. Максимальная глубина этого тоннеля – 200 метров. Это намного меньше, чем 900-метровая глубина в самом центре пролива, но достаточно, чтобы не мешать судоходству. По этому тоннелю, по задумке, могли бы передвигаться автомобили, автобусы и даже поезда, в общей сложности 24 полосы движения. Все это под водой, в герметичной бетонной трубе. Дальше проект становился еще более амбициозным. Где-то посередине пролива планировалось разместить гигантский 3-километровый плавающий остров. Да-да, именно остров. На нем должны были быть туристический курорт, театр и даже 150 ветряных турбин, а под водой еще 80 турбин, но уже водяных. По словам архитектора, эта конструкция могла бы вырабатывать достаточно энергии, чтобы обеспечить электричеством не только южный испанский город Кадис, но и весь Марокко. Цена всего проекта – около 10 миллиардов долларов. Суи утверждал, что благодаря генерации электроэнергии мост мог бы окупиться сам по себе.
Но если звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть. Для начала, ветряные и гидротурбины, конечно, вещь полезная. Но чтобы обеспечить электричеством страну с населением почти 40 миллионов человек, нужно не 230 турбин, а десятки тысяч. По оценкам, для полного энергообеспечения Великобритании, где проживает чуть больше 70 миллионов, требуется около 48 тысяч ветрогенераторов. Второй вопрос технический. Как именно должен был бы плавать этот остров? Как он должен был выдерживать штормы, океанские течения, перепады давления? Как бетонный тоннель должен был держаться под водой на глубине 200 метров и не провалиться глубже? Что будет с этой конструкцией при землетрясении? Ответов на эти вопросы у автора концепта, мягко говоря, не было. Проект остался на уровне концепта и, скорее всего, останется там навсегда. Звучит красиво, смотрится футуристично, но на практике это архитектурная фантазия с десятками нерешаемых проблем. Фантазия фантазией, но идея подводного соединения между Европой и Африкой появилась задолго до Юджина Суи. Еще в 1930-х Испания предлагала построить тоннель под Гибралтарским проливом. План был простой – проложить подземный коридор, по которому могли бы двигаться автомобили и поезда. Но довольно быстро выяснилось, что простой он только на бумаге. Исследования показали, морское дно в районе пролива состоит из чрезвычайно твердой породы. Пробурить ее обычными методами было невозможно, особенно по меркам 30-х годов. Один из инженеров предложил обойти проблему, прикрепив заранее построенный бетонный тоннель к морскому дну с помощью сверхпрочных тросов. Концепт был настолько сложен и нереалистичен для того времени, что его быстро отложили в сторону. Однако сама идея не умерла. В 1994 году открылся знаменитый Евротоннель между Великобританией и Францией. Это был прецедент – 50 километров под морем, 30 миллиардов долларов и десятилетия работы. Но главное, он доказал, что подводные тоннели возможны. Так почему бы не сделать такой же между Испанией и Марокко? Проблема снова в геологии. Евротоннель проходит через меловые породы, которые сравнительно мягкие и легко поддаются бурению. Максимальная глубина – около 75 метров под морским дном, общая глубина – примерно 115 метров от поверхности воды. Для сравнения, если строить тоннель в самой узкой части Гибралтарского пролива, придется опускаться до глубины порядка 900 метров. Это почти в 8 раз глубже, и вместо мела сверхтвердая порода. Разница принципиальная. Тем не менее, идея получила вторую жизнь в 1979 году. Тогда Испания и Марокко договорились провести совместное исследование, чтобы понять, можно ли все-таки построить подводное соединение. Результатом стал проект Европа-Африка – фиксированная связь через Гибралтар. Согласно плану, подземная железная дорога должна была соединить Мадрид и Касабланку, проходя под проливом. Интересно, что инженеры решили не идти по самому узкому участку, а сдвинуть маршрут западнее, между Тарифой и Танжером. Да, расстояние больше, примерно 28 километров под водой, но максимальная глубина здесь около 450 метров. Это все еще почти в 6 раз глубже, чем в Евротоннеле, но уже не 1000, менее безумно, если так можно выразиться. Однако даже при таком подходе проблем хватает. Морское дно остается сложным для бурения, а риск землетрясений никуда не девается. По этой причине на протяжении десятилетий проект оставался в режиме вечного обсуждения и никуда дальше бумаг не двигался. Но в 2023 году появился новый фактор, способный наконец сдвинуть дело с мертвой точки – футбол. Испания, Португалия и Марокко были выбраны хозяевами чемпионата мира по футболу 2030 года. Это будет первый турнир, который пройдет на 2 континентах сразу, а значит, миллионы болельщиков будут перемещаться между Европой и Африкой, и желательно быстро. В том же году Испания выделила около 2,5 миллионов евро на проведение нового технико-экономического обоснования тоннеля. Согласно расчетам, подводная железная дорога сможет перевозить до 12 миллионов 800 тысяч пассажиров в год. Поезд из Мадрида до Касабланки займет всего 5 часов. Это на 7 часов быстрее, чем путь на автомобиле с переправой на пароме. Может быть, на этот раз идея доживет до реализации. Но даже если и да, это будет не скоро.
Потому что, как показывает почти столетняя история этих планов, между разговором и строительством пропасть, иногда буквально. А ты как думаешь, реально ли когда-нибудь воплотить столь грандиозный проект в реальность? Пиши в комментариях. Еще увидимся